Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня за окном веет прохладой, а солнце то и дело прячется за облака. Да, что-то погода вдруг вздумала покапризничать, и хмурый день не обещает радовать теплом. Вот так, мои дорогие, постучалась в нашу дверь осень. А за ней зима вот-вот готова вступить в свои законные права. Поэтому пора бы нам окончательно определиться, какая модная верхняя одежда займет достойное место в гардеробе на холодный сезон. Какие тренды 2025-2026 определят здесь выбор. Что лучше впишется в наш повседневный образ? Стильный пуховик, лаконичное пальто, объемная шуба или практичная парка с капюшоном? Не последним критерием будут цвет и длина. Вы часто пишете, друзья, в комментариях, что с приходом ветреных, дождливых и тем более морозных дней нам совершенно не до стиля. Лишь бы тепло и удобно. Когда идешь в подштанниках с начесом и в пуховике-сугробе, меньше всего хочется думать о моде. Все мечты только о мягком диване и уютном пледе с чашечкой горячего чая в руках. Что скажете? Замечали за собой такие крамольные мысли? Но не будем отчаиваться, безнадежно махнув на моду рукой в холода. Ведь дизайнеры очень старались удивить нас новыми фасонами. И прямо сейчас, мои дорогие подписчики и гости канала, давайте вместе попробуем разобраться со всем этим ворохом модной верхней одежды. Я лишь замечу, жертвовать ради стильной вещицы комфортом и теплом нам точно не придется. По традиции, свой обзор мне бы хотелось начать с классики. Одной из самых желанных покупок на осень я назову длинное черное пальто. Во-первых, это довольно выгодная инвестиция, ведь такая одежда останется в моде максимально надолго. И что лично для меня очень важно, не потребует молниеносной замены на что-то более трендовое в следующем сезоне. Во-вторых, черное пальто идеально впишется в любой образ без исключения. Оно одинаково хорошо сочетается как с повседневными, так и с вечерними нарядами. Пальто прекрасно подойдет и к эффектному платью, и к серым треникам с обычным свитшотом, и к строгим брюкам в союзе с кожаным топом-корсетом, либо к хулиганистым джинсам, функциональным карго, к офисной юбке-карандаш в паре с теплым вязаным свитером. Наконец, в-третьих, классическое черное пальто – вещь не только универсальная, но и вряд ли имеет шансы вам надоесть. В отличие от более ярких собратьев, не приедается, не мозолит глаза, да и замараться, испачкаться спешит не так активно, как светлое. А еще есть в черном максе что-то неуловимое, поэтическое. Кажется, будто в подобной одежде выглядишь более возвышенно и отстраненно, даже без особых усилий. В нем легко почувствовать себя героиней киноромана и неспешно гулять по большому городу. Впрочем, всем, у кого душа не лежит к радикальному черному, стоит присмотреться к моделям в серых тонах. Благо, подобных в коллекциях на осень предостаточно. В нашем климате этот цвет куда более практичный. Да и выглядит серое пальто не менее стильно. Однако дизайнеры решили, что в холодный сезон нам приятно будет вспомнить о теплых летних денечках. Поэтому в тренды они настойчиво определили яркие цвета вплоть до неона. На подиуме количество верхней одежды смелых, сочных оттенков увеличилось сегодня более чем на 100%. Причастны к этому, например, дизайн-студия модного дома Gucci, где сделали ставку на фиолетовый. Причем пальто в этом смелом тоне сочетали с салатовой юбкой и туфлями-лодочками. Эффектно, на мой взгляд, был подан образ от Givenchy в солнечном желтом. В коллекции Saint Laurent вы найдете верхнюю одежду в неоновом оранжевом либо в кислотно-зеленом тоне. Экспрессии модным луком добавили широкие плечи и стилизация с ярким, иногда контрастным по цвету поясом, завязанным в бант. И на этом моменте мы плавно, друзья, подходим к следующей модной тенденции. Верхняя одежда с ремнями и поясами на бедрах, а не на талии. Кто-то в шутку озвучил тенденцию так: ее талия – сплошная аномалия. Здесь отмечу, не всем фасон зашел на ура. Ведь подойдет далеко не каждому типу фигуры. В фэшн-индустрии бытует мнение, что новый виток тренда на низкую талию был спровоцирован недавней популярностью платьев-флэперов. А может, дизайнеры просто решили привлечь еще больше внимания к поясам и ремням. Скульптурный приталенный силуэт. Сегодня он уверенно и настойчиво пробивается в тренды. И в будущем явно готов полностью сменить гипер-оверсайз на более женственные, изящные линии. Посмотрите хотя бы на подиумные пальто Балли, Givenchy, Эдем, Эрмана Шервино. Лепить песочные часы дизайнерам помогают все те же акцентные плечи, подчеркнутая линия талии. Некоторые бренды прибегают к еще одной хитрости
Добавляют верхней одежде объема в боках для выразительности. И здесь мы, друзья, вновь возвращаемся к тренду, который в новых коллекциях сложно было не заметить. Я назову его «надежное плечо». Уверенный объем и ширина в плечах говорят об увлечении многих дизайнеров популярными ретро-фасонами. Нынешней осенью мода снова достает из архива нашу любимую силу в плечах. И надо признать, делает это с размахом. В этих силуэтах есть все – сила, уверенность и, конечно, щепотка той самой женственности с характером, о которой мы знаем не понаслышке. Поэтому не удивляйтесь, если вам снова захочется выпрямить спину, сделать укладку волна, надеть пальто, плащ или куртку с подплечниками и внезапно начать напевать мотивы группы «Кино», «Мираж» или «Земляне». Эффект 80-х работает безотказно. Верхняя одежда из кожи. Она уже давно и надолго в фаворитах на подиуме, став неизменным атрибутом стильного образа. Среди самых культовых однозначно можно назвать хорошие копии моделей из прошлого. В идеале раздобыть по случаю винтажную вещь. Сегодня дизайнеры абсолютно уверены, такая одежда из кожи с годами становится только лучше, приобретая за счет износа невероятно красивый эффект. В этом уверяют нас и стилисты, и модные бренды. Кейп, пончо, пальто-накидка свободного кроя, верхняя одежда с пелериной, с воротником, переходящим в широкий шарф. Все они готовы занять свое достойное место в нашем гардеробе на холодный сезон. Хотя далеко не всегда их можно назвать универсальной базой. Но смотрятся подобные вещи очень стильно, эффектно. Рекомендую взять на заметку модели под маркой Carolina Herrera. Для повседневного образа хорошо подойдет строгий вариант в сером тоне, а вечерний лук дополнит роскошная версия из бархата и жаккарда. Среди необычных интересных решений стоит отметить пальто-гибриды. По конструкции они напоминают классические фасоны, но с дополнительным драпированным элементом сверху, который протягивается от плеча до плеча и скрывает начало рукавов. А вот об актуальности этой одежды споры не утихают который сезон. Хотя подиумные показы доказывают, стильный женский пуховик по-прежнему в тренде. Увеличенный объем, натуральный пуховый наполнитель надежно готовы укрыть нас от снежной вьюги и лютых морозов. Он не боится ни мокрого снега, ни моросящего ледяного дождя. Если вы считаете, что дутые пуховики оверсайз скрывают вашу женственность, то самым удачным выбором в этом случае будут модели с поясом, который не позволит талии потеряться. Короткие пуховые куртки – отличный выбор для тех, кто чаще передвигается на авто. Носить подобную вещь можно с джинсами, теплыми брюками, с кожаной юбкой. Да хоть с вечерним платьем, если вдруг возникнет такая необходимость. Вне трендов черная база, которая впишется в любой аутфит. Но можно остановить свой выбор, к примеру, на колоритном пуховике от Versace, сшитом, как нас уверяет бренд, из одеяла с фирменными парадными принтами, вензелями, медузами и леопардом. А эти фасоны понравятся всем, кто не очень любит шапки и шарфы. Отличной альтернативой им послужат дутые пальто и куртки с высоким воротником-стойкой или с объемным капюшоном, что станет хорошей защитой от холода и от сильных порывов ветра. Следующий тренд в моем списке – меховые изделия, среди которых дизайнеры определили в любимчике роскошную длинную шубу. Только не будем путать ее с громоздкими и морально устаревшими моделями из прошлого. Нынче приоритеты существенно изменились. Если ранее бренды делали ставку на натуральный мех, то теперь в значительном превосходстве искусственный. Например, дом моды Fendi соболиной шубы сменил на стриженную овчину. И компания продолжает разработки собственной меховой линии – материала на основе кератина. И есть и другой вариант. В коллекции Gabriela Hearst были представлены норковые полушубки и шубы с узором в елочку. Да, это природный мех. Только вот обновки были аккуратно перешиты из вещей, найденных в закромах, поддержав таким образом тренд на винтаж. Конечно же, никуда не исчезло с модного подиума милое плюшевое пальто, напоминающее игрушечного мишку Тедди из детства, которое также получило у нас название «шуба из чебурашки». Смело выбираем любой фасон и длину, от облегченной версии до максимально утепленной. Завершающий мой обзор трендом будет верхняя одежда с принтом. В почете люксовых брендов окрас хищников и более мирных животных, а еще узор под кожу питона, который был назначен стильной иконой сезона и нынче готов оживить даже самый скромный гардероб. Дикая мода сегодня переживает уже не первую молодость. Она выходит на подиум с улыбкой и шармом. Да, в тренде снова звериные страсти.
Конечно, вам не обязательно это носить, хотя лично я не прочь примерить пару подобных нарядов. Не уступает по популярности всегда актуальная клетка. Роль главного амбассадора тартанов вот уже 1,5 века играет Бёрбери, и вряд ли кому-то удастся свергнуть короля. Свои виды на клетку сейчас также имеют Валентина, Брэндон Максвелл, Миссони, Миу Миу. Причем Миуччо Прадо рекомендует, к примеру, присмотреться к рисунку поярче и вдохновляет на покупку осеннего бомбера из шерсти в красно-зелено-оранжевую клетку. В узоре верхней одежды под маркой Дженни розовый тон добавил в образ нежности и романтики. Но как бы не удивляли нас дизайнеры новыми трендами, выбирайте для себя обновку не только глазами, но и душой. Прислушайтесь к себе. Иногда достаточно просто взять вещь в руки, чтобы почувствовать. Вот оно, пальто моей мечты. Ну или пусть это будет куртка, тренч или шуба, неважно. Носите то, что в первую очередь нравится вам. Не стремитесь следовать исключительно трендам. Пусть в вашем шкафу будет больше места для любимых вами вещей. Спасибо, друзья, что досмотрели видео до финала. Напишите в комментариях, какую верхнюю одежду вы чаще предпочитаете носить осенью и зимой. Всем красоты и даже в непогожий пасмурный день только яркого, солнечного, позитивного настроения.